Для чего нужно наносить перекись водорода на пятки и как правильно это делать? Какие преимущества перекиси водорода перед другими средствами для ухода за кожей? Сегодня мы расскажем о полезных свойствах перекиси водорода и предоставим несколько полезных рецептов для ее использования. Перекись водорода является универсальным средством. Химическое соединение пероксида водорода обладает сильными антисептическими свойствами, поскольку уничтожает большинство бактерий, подавляет синтез белков и разрушает клеточные мембраны. Кроме того, перекись водорода имеет слабые окислительные и щелочные свойства, что позволяет использовать ее в качестве средства для удаления пятен и чистящего средства. Применение в косметологии. Перекись водорода обладает способностью растворять различные загрязнения, что позволяет ей проникать в трещины и глубокие морщины на коже, удаляя скопившуюся грязь и ороговевшую кожу. Это свойство также применяется для размягчения и удаления огрубевшей кожи на пятках. Вместо длительного парения и обрезания перекись водорода безопасно и эффективно размягчает и удаляет ороговевшую кожу за короткое время. Еще одно важное применение перекиси водорода в косметологии – заживление трещин на пятках. Благодаря своим антисептическим свойствам перекись водорода уничтожает болезнетворные бактерии внутри трещин и предотвращает воспаление и инфекцию. Кроме того, перекись водорода способствует насыщению тканей кислородом. При контакте с клетками кожи происходит химическая реакция, в результате которой выделяются кислород, водород и небольшое количество воды. Это позволяет коже поглощать больше кислорода, который проникает в подкожные ткани. Такой процесс укрепляет структуру клеток кожи, ускоряет их регенерацию и способствует омоложению. Все эти свойства перекиси водорода вместе делают кожу более устойчивой к механическим и химическим воздействиям. Это особенно важно для пяток, так как ноги подвергаются значительным механическим нагрузкам, особенно при наличии лишнего веса. Как применять перекись для пяток? Если вы еще не подписаны на наш канал, но смотрите его, мы приглашаем вас поддержать нашу команду, подписавшись и нажав на колокольчик, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее благодарим вас и желаем приятного просмотра, друзья. Для применения перекиси водорода на пятках вы можете использовать простой способ – ванночки с перекисью и водой. Вначале вымойте ноги с мылом и потрите пятки мягкой щеткой. Затем возьмите 1,5 литра теплой воды и добавьте небольшую бутылочку перекиси водорода, около 40 мл. Подержите пятки в такой ванночке в течение 7 минут и оцените их цвет. Если пятки побелели, можно приступать к очистке. Если они все еще желтые, подержите пятки в ванночке еще 5 минут. После этого удалите ороговевшую кожу с пяток, используя пемзу, роликовую пилку, специальную щетку или другой инструмент, который вы обычно применяете для этой цели. После очистки нанесите смягчающий крем на пятки. Повторяйте эту процедуру дважды в неделю. Важно использовать свежий раствор перекиси водорода, так как он теряет свои свойства после открытия бутылочки. Во втором рецепте для ванны мы объединяем свойства перекиси водорода и морской соли. Морская соль содержит микроэлементы, которые способствуют оздоровлению кожи, снимают зуд и смягчают аллергические проявления на поверхности кожи. Для приготовления такой ванны на 2 литра воды необходимо взять 50 граммов морской соли и 40 мл 3% перекиси водорода. Погрузите ноги в ванночку на 7 минут. Затем обработайте пятки пемзой и нанесите крем. Если на пятках есть трещины, для их заживления после принятия ванны полезно обработать пятки смесью яблочного уксуса и глицерина в равных пропорциях. При использовании обоих рецептов важно соблюдать дозировку перекиси водорода и не превышать ее. Также не рекомендуется принимать такие ванночки чаще 2 раз в неделю, поскольку чрезмерное использование перекиси может сильно пересушить кожу. Кроме ороговевшей кожи, на пятках часто образуются натоптыши. Для их удаления в описанной схеме с перекисью можно дополнительно использовать аспирин. После паровой обработки и очищения пяток положите таблетку аспирина на натоптыши и закрепите пластырем. Наденьте носок сверху и оставьте на ночь. Утром обработайте натоптыши пемзой. Да, существует альтернативный вариант использования перекиси водорода для ухода за пятками. Аппликация с ватным тампоном, пропитанным смесью перекиси водорода и воды в пропорции 1 к 5. Тампон фиксируется пластырем на 2 часа,
Затем на натоптыши кладется ломтик лимона на еще 2 часа. И только после этого кожа очищается пемзой и обрабатывается смягчающим кремом. Относительно результатов таких процедур с перекисью водорода для ухода за пятками, важно отметить, что эффективность может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей кожи. А вы применяете перекись водорода для ухода за пятками? Поделитесь своим опытом и расскажите о результатах этих процедур. На этом завершим видеоролик. На нашем канале вы можете найти множество интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и методах их лечения. Поэтому просим вас не забыть подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Будем также благодарны, если вы поставите лайк и поделитесь этим видео с вашими родными и близкими. С вами был канал Долголетие. До новых встреч!